Мы в отеле, который открылся 15 лет назад как Grand Plaza Resort через променад от Пляжного Брата. По бюджету это был достаточно доступный вариант наравне с Aladdin Beach или Palm Beach, но с более выгодным месторасположением в плане близости города и инфраструктуры. Несколько лет назад оба отеля и на первой, и на второй линии были частично перестроены и отремонтированы сетью Jazz, соответственно, переименованы до неузнаваемости, и цена размещения в них резко взлетела. Чего именно коснулась реновация и стоит ли отдых здесь запрошенных денег, разберемся вместе. Начну с того, что во время нашего отдыха, а это конец мая, начало июня 2023 года, отель был почти пустой. Из 200 номеров заселены порядка 20, то есть не более 10%. При том, что в других отелях в это же время был аншлаг, например, в соседних Swiss Inn или Штагенбергер Aquamagic. Почему так, не знаем. Для нас, конечно, это было бонусом. Ни о каких очередях или занимании мест на бассейнах, пляжах, в ресторане речи не шло. Но вот как будут обстоять дела при стопроцентной заселенности, остается гадать. Теперь обо всем подробнее. Территория небольшая, зелени много, все рядом. Бассейны условно разделены на 3 зоны. В 2 есть пул-бары, а в среднем несколько горок. В баре слева от ресепшн пакетированное мороженое, закуски, сладости и фрукты. Здесь же мишень для дартса и настольный теннис. В непосредственной близости от другого бара на 2-м и 3-м этажах бильярд, детский клуб и тренажерный зал. Рядом с каждым из пул-баров под навесами есть обеденные зоны со столами. Электричество проведено и есть розетки. Wi-Fi достаточно хорош для египетского и доступен почти по всей территории. Можно сесть поработать в тени с ноутбуком. При этом дети здесь же рядом в бассейнах или на горках. Номерной фонд – это корпуса 2- и 3-этажные, лифтов нет, большая часть номеров реновирована. Обновленные номера в названии имеют приставку «премиум» и выглядят так. Стоят незначительно дороже старых, так что тем, кто привередлив, лучше переплатить немного, а не надеяться на удачу. А так выглядят наши номера 2051, 2052 и 2053. Мы бронировали самые дешевые – Superior. Жидкое мыло и шампунь в дозаторах, лосьон для тела и кондиционер для волос в тюбиках. В душе натянута одна веревка для сушки купальников. Есть фен, сейф и чайник. Мини-бар платный. Вода в бутылках 1,5 литра пополняется ежедневно. Мы жили по 3 человека в номере и попросили давать нам по 2 бутылки. В барах и ресторанах бутылированной воды нет, только в стаканах. Постельное белье очень хорошего качества, так же как и подушки с матрасами. Фумигаторы везите с собой, в отеле их нет, а вот комары есть и много. В детский клуб мы зашли ради интереса. Есть один дежурный аниматор, можно купить полотенца, халаты, раскраски. Детей среднего возраста, кроме наших, в отеле не было, так что мини-диско вот таким составом проходила. Бильярдные столы в кондиционируемом помещении с 10 до полуночи. Здесь же есть телевизор. Картины на стенах прикольные по тематике бильярда.
тренажерном зале кондиционер и вид на отельную территорию с бассейнами. Время работы, согласно инфолиста, с 8 утра до 7 вечера. Вот такая интересная дорожка Barefoot Path предлагает пройтись босиком. Идем на пляж, который находится в соседнем Джаз Каза дель Мар. Дорога туда проходит через променад Эль-Мамша. Справа в 5 минутах ходьбы расположено российское генконсульство, и за ним жилой район Интерконтиненталь. А если пойти по променаду влево, то будут многочисленные кафе от кальянных до ресторанов тайской и индийской кухни, сувенирные лавки, продуктовые супермаркеты Абуашера и Карфур, кассы нового музея и сам музей, а также магазин беспошлинной торговли Duty Free, где можно купить импортный алкоголь, предъявив паспорт в течение 48 часов после прилета. В этом году ввели налог на покупку каждой бутылки – 1% от стоимости, но не менее $13 за литр. Дорожка, ведущая к морю, почти вся тенистая, и это супер. Пляж Каса-дель-Мар разделен на две части. Для гостей второй линии организовано мини-кафе с обслуживанием по меню. О питании будет отдельный подробный ролик. Wi-Fi на пляже работает. Лагуна общая для Каса-дель-Мар и Swiss Inn. Волн нет, от слова совсем. Вход в воду, на мой вкус, у участка второй линии даже лучше, чем у первой. Более чистый и песчаный, мелкой гальки и водорослей минимум. За лагуной отмель и риф. Можно поплавать с маской. Мы видели ската, стаи рыб, крабов, множество улиток самых разных форм и расцветок. Пляжные полотенца в номерах можно попросить менять каждый день, но мы сушили на веранде и меняли реже. Не помню, откуда пошла мода закрыть Таос-центры и оставлять полотенца в номерах, но это ужасно неудобно по нескольким причинам. Во-первых, носить их тяжело на дальние расстояния, особенно мокрые. А если одна мама с 2 маленькими детьми отдыхает, например, это ей 3 штуки тащить на себе, помимо сумки с купальниками, игрушками и так далее. Во-вторых, бывает так, что поменять их целая история. Нужно выловить хаускипера в определенные часы, то есть подстроиться под его рабочее время, а не сидеть на море до заката при желании. Питание и весь ресторанный сервис я расхвалю в отдельном ролике, потому как именно повара, бармены и официанты сделали наш отдых фантастически комфортным и радостным. Огромное им за это спасибо и респект. Не могу сказать того же о работе ресепшн, а именно о нюансах заселения-выселения. Про чек-ин после 14 и чек-аут до 12 знаем, объехали полмира. Но Египет – это особенный курорт, одним из плюсов которого всегда была лояльность к гостям и игнор общемировых стандартов, и в хорошем, и в плохом смыслах. Итак, мы отдыхали компанией из 9 человек. 2 приехали в отель утром, браслеты дали сразу, номер позже. Нам он и не был нужен, просто полотенце для пляжа-бассейна только в номерах. Остальные 7 человек приехали ближе к вечеру. Уточню, часть гостей – репитеры, и их друзья, переманенные ими в Каса-дель-Мар из Санрайзов и Штайгенов. И отель не полупустой, а совершенно тотально пустой. Как я уже озвучивала ранее, большая часть номерного фонда реновирована. Но апгрейд здесь не в почете. Дали согласно броне 3 старых. В отличие от того же Штайгенбергер Аквамэджик, где этих же гостей апгрейдили регулярно. А вот о чекауте мне не поленился напомнить работник ресепшн аж за сутки до выселения. Я выселялась на 3 дня раньше других. Ок, подхожу утром после завтрака, а он меня с ножницами ждет. Я не шучу, серьезно. Говорю, хотим на пляж пойти до вечера, можно ли? А то вдруг у них прям строго в 12 на выход и без вариантов. Ну, если не можно, то пойду на бассейн и браслет верну в 12. Сказал, можно, иди на пляж. Спасибо. Плетемся с пляжа.
Заносим полотенце в номер к друзьям. Звонок. Где эта женщина с браслетом? Пусть срочно вернет. В общем, для информации тем, у кого поздний обратный вылет, полотенца и браслеты до 6 вечера вам оставят. Ужин после чекаута стоит 550 фунтов. В ближайшее время выйдут отдельные ролики о пляжном Jazz Casa del Mar Beach и о питании и обслуживании в Сентидо Casa del Mar. Подпишитесь, чтобы не пропустить.